Всем привет! Вы на канале SuperKit. Несмотря на то, что в этом году лето уже закончилось, тарифы роуминга все равно актуальны. С неудобством, вызванным высокой стоимостью звонков из чужой сети, я столкнулся лично, когда сам был за границей. Для следующей поездки я решил купить устройство, которое будет частично решать этот вопрос. В прошлом году я должен был не только в видеообзоре показать, но и лично испробовать на практике работу всего девайса. Однако всеобщий карантин отменил мою поездку, так как границы были закрыты. Так сложились обстоятельства, что и в этом году был ряд сложностей, и поэтому на этот год я даже не рассматривал такую поездку. Осознав данный факт, я продал устройство Global SIM, так как оно уже лежало 2 лета, и не факт, что пригодилось бы в следующем. А поскольку сам этот аппарат стоит весьма недешево, то просто вариант «пусть лежит, вдруг пригодится» меня не устраивал. Очевидно, что даже если теперь какая-нибудь поездка состоится, то придется искать альтернативу. И тут многие скажут, что есть Viber, WhatsApp и Skype, но ведь бесплатно они обеспечивают связь лишь внутри своей программы. А мне, как и многим другим, еще актуально звонить на телефон. Конечно, можно с них позвонить на телефон, хотя, кстати, как выяснилось, то с WhatsApp нельзя звонить. Но в любом случае это явно не те цены, оплачивая которые можно комфортно пользоваться. Да и при звонке с обычного телефона вам невозможно дозвониться в Skype или Viber. Поэтому я и решил разобраться в рынке предложений по данному вопросу. Конечно же, первое, что приходит в голову, это просто взять, набрать номер и позвонить из роуминга. Но опять же, простые тарифы мало интересны, так как они не очень адекватные. Или именно звонки с используемого оператора стоят дорого. Поэтому я хочу рассмотреть либо какие-то акции, либо сторонние варианты от самих операторов. Также стоит отметить, что в общем сравнивать сложно, так как стоимость прежде всего минут сильно зависит от страны пребывания, но с другой стороны сами операторы делят список стран на зоны, и приблизительно этот список у всех операторов одинаков. И те страны, в которых роуминг дорогой или дешевый, почти всегда он дорогой или дешевый соответственно для любого из операторов в конкретной стране. Начнем с Kyivstar. В приложении можно увидеть якобы акционное предложение, которое, несмотря на свою акционность, маячит уже как минимум год. Как это работает? За 275 гривен нам предлагают получить 150 так называемых бонусов. А далее все просто. Минута в зависимости от зоны пребывания стоит от одного бонуса, который равен 1 гривне. То есть максимум можно наговорить 150 минут. Интернет от 10 копеек за мегабайт, то есть в трафике это будет до 1500 мегабайт. И смс также от одного бонуса, то есть до 150 смс. А дальше, как конструктор, это все собирается в зависимости от того, что пользователю будет приоритетнее, и из общей суммы 150 бонусов после каждого действия будут вычитаться потраченные по описанному тарифу бонусы. Данный пакет действует в первой и второй тарифной зоне, а в остальных странах 50 бонусов за минуту, 8 бонусов за смс, 6 бонусов за 50 килобайт, что есть 120 гривен за мегабайт. Самое время посмотреть, что это за зоны. Также есть пакеты другого плана с сроком действия сутки. Vodafone. Все страны в зонах не изучал, но по некоторым посмотрел. Такое ощущение, что эти зоны у Vodafone аналогичны Kyivstar, о чем собственно в начале видео и отметил. Нам предлагают дневные пакеты, которые независимо от активации будут действовать до конца текущих суток. Цена 50 гривен за 100 мегабайт в первой и за 50 мегабайт во второй зоне, при том, что текстовые сообщения в Skype, Viber и WhatsApp трафик не съедают, а даются безлимитно. Я делаю акцент на первых двух зонах, так как они включают в себя наибольшее количество стран у операторов, причем именно тех стран, в которые и существует вероятность поездки. А оставшиеся включают слишком маленькое количество стран. По минутам даются пакеты по 10 минут. За 35 гривен в первой и за 60 гривен во второй зоне. Все эти пакеты начислятся в случае пользования. Если не будете пользоваться инетом либо звонками, то и списываться плата не будет. И так вроде те же 35 гривен, вроде и немного за 10 минут в роуминге, но нужно учесть, что пакет суточный и неиспользованные минуты и мегабайты сгорят.
а при пользовании каждый день хотя бы одним пакетом из звонков и трафика на протяжении, например, 10 дней, получается 850 гривен в случае первой зоны и 1100 гривен в случае второй. Согласитесь, это вообще-то немало. Ну и пакет из СМС стоит 15 гривен в первой зоне и просто поштучно 3 гривни за одно СМС во второй зоне. Следующий оператор Lyca Mobile. Наверняка 95% даже не слышали о его существовании. Это виртуальный оператор мобильной связи, который использует инфраструктуру другого оператора, но продает услуги под собственной торговой маркой. Lyca Mobile использует мощности T-Mobile, который и раньше назывался Utel. Его номера начинаются на 0916. Данный оператор представлен во многих странах ровно на таких же условиях, арендуя сети местных операторов. Но при этом он позиционируется как такой себе огромный оператор и при звонках между лайками из разных стран дает вполне неплохие льготные тарифы, вплоть до бесплатных минут в международном направлении с лайки одной страны на лайку другой. Просто за факт пополнения. По-моему, среди всех, кто дает возможность пользоваться своей симкой за границей, это лучший оператор. Здесь есть и пакеты интернета, и общий набор в виде СМС, минут и трафика. Причем, что важно, пакеты действуют 30 дней, а не 7 или 10. А пакет из набора услуг вообще топовый, за 100 гривен. Можно позвонить 30 минут в свою страну, плюс отдельно 50 минут, если это будет внутрисетевой звонок. Ну а 250 мегабайт вполне хватит для условного вайбера и звонков с него, чтобы не тратить минуты. Но самое интересное, что аж не верится, это тарифы вне пакета. Так звонки без набора услуг будут стоить 2 гривни минута из стран ЕС, а интернет вообще всего 35 копеек за мегабайт. То есть тариф за интернет практически как внутри Украины в розницу за каждый мегабайт. Страны ЕС, где работает такой тариф, указаны ниже на странице описания. Если это не ошибка в поданной информации и если основной поток трафика придется, например, на гостиничный интернет, то для инета вообще можно обойтись без пакета, так как 100 мегабайт в роуминге в указанных странах будет стоить лишь 35 гривен. Тарифы сладкие, но сервис оператора еще тот. У меня есть их сим-карта, как и всех других наших операторов, и одно время я пытался ее даже использовать для исходящих по работе, чтобы не пополнять основной номер, принимая на него только входящие. Потом мне предложили на основном номере весьма интересный тариф, поэтому я вернулся к нему. А Lyca Mobile лежал месяца 3 без использования вообще. Но вновь мне пригодился, я позвонил где-то минут на 8 и вроде что тут такого. Но со следующего дня любая попытка позвонить мгновенно шла отказом. Я сначала и не понял, что произошло, думал, что сеть висит. Но на третий день невозможности позвонить я обратился в поддержку и узнал там, что мой номер ограничен в исходящих звонках в связи с подозрительной активностью. То есть я долго не звонил, а потом первый же звонок они расценили как подозрительный и отключили исходящие вызовы. Идиоты, что тут сказать. Поддержка, которая только принимает жалобы, объяснила мне, что центр принятия решений у них не в Украине, а вроде бы в Англии. И что они могут лишь принять заявку, которую будут там рассматривать. Рассматривали они где-то 2,5 месяца, мои звонки в поддержку ничего не давали, я забил на этого оператора, а как раз через месяца 2,5 номер начал работать в обычном режиме. Это было в этом году где-то в марте. Видимо, они не ожидают, что кто-то будет звонить, пользуясь их услугами. Поэтому после звонка блокируют номера. Включили ближе к лету, с тех пор я больше не звонил с этой сим-картой. Обидно, что закинул на счет 50 гривен, как раз перед тем звонком. Вот теперь думайте, хотите ли вы, как единственный вариант, взять с собой такую услугу, и если ваш звонок вызовет у них подозрение, то можно остаться за границей без связи вообще. Но ради объективности я добавлю, что за жизнь у меня накопилось немало таких историй, причем абсолютно со всеми операторами, которые и блокировали связь, и проявляли халатное отношение, и некачественно предоставляли услугу, так что это был лишь пример. Далее предлагаю ознакомиться с тарифами T-Mobile, он же бывший Utel, как упоминал ранее, в сети которого работает Lyca Mobile. Интересно, что сам T-Mobile почти полностью давно разобрал свою сеть и сам работает в роуминге Vodafone внутри Украины и фактически сам является виртуальным оператором.
но для внутреннего пользования таким образом дает и лайки доступ в сеть Водафона. То есть Лайка Мобайл в Украине это такой оператор, который работает в роуминге. То есть дважды в роуминге, и как вы могли видеть, чуть раньше дает вполне интересные тарифы, в отличие от самого Тримоба, тарифы которого, такое ощущение, не пересматривались где-то года с 2005, хотя тогда еще и сам Тримоб не существовал. Ну то есть тарифы просто неадекватные для 2021 года, как по мне. Самый дешевый вариант это позвонить или принять вызов за 12-15 гривен, а мегабайт будет стоить 1,8 гривен, что при современных тяжелых сайтах, полная загрузка которых не всегда вместится в 10 мегабайт, просто как на вес золота. Причем опять же, как и сказал, это самый дешевый расклад при пользовании в роуминге сетью Водафона, если такая есть в нужной стране. Очевидно, что такая цена это дань сотрудничества с Водафоном, в том числе и в Украине. А в других случаях, причем этих других случаев подавляющее большинство, тарифы вообще дороже золота. Входящая минута стоит 55 гривен, а исходящая 144 гривни. Вот так и не взлетел оператор, которому 14 лет, и который изначально был создан не для оказания услуг, а для потенциального заработка некоторыми лицами на перспективе продажи, из-за чего в Украине 10 лет не давали лицензии на 3G, чтобы держать данное убожество монополистом, чем разогревали цену на него. К счастью, смена людей во власти это пресекла. Лицензии на 3G, а позже почти сразу и на 4G, были выданы, и данное недоразумение в лице Тримоба пошло ко дну. Их сеть, которая и так была либо в областных центрах, либо крупных городах, либо на побережье у моря, стала сворачиваться. Как-то они еще существуют, работая в роуминге, но уже очевидно, что мертвые бджолы не гудуть. LifeCell, он же Life. Базовые тарифы предлагают по типу Водафона в пакетном виде. Так, за дневной пакет инета наиболее часто встречается цена 55 гривен за 150 мегабайт. За пакет из 10 минут придется заплатить от 30 гривен до 50 гривен. Пакет из 15 смс стоит около 20 гривен. Также есть и более серьезные пакеты, чем просто на календарные сутки. Сразу отмечу минус некоторых предложений – это длительность действия. 7 дней – это маловато. Скорее всего, придется повторно заказывать еще какой-то пакет, либо сразу купить более длительный вариант. LifeCell предлагает заменить мегабайты минутами, указывая эквивалент. Так, если нужно совершить звонок, то 5 минут будут засчитываться как использование 100 мегабайт. Если же и этих пакетов недостаточно, то можно сложить роуминг-пазл, выбрав необходимый набор услуг вручную. Однако, что касается звонков и смс, то не тарифы в роуминге являются главной фишкой, а возможность совершать эти действия через приложение от LifeCell. Данное приложение называют по-разному. Кто-то VIR, кто-то BIP, но представитель оператора все-таки говорит, что это BIP. Суть очень проста. Скачивайте и устанавливайте приложение, входите в аккаунт по своему номеру телефона и вуаля, вам доступна возможность совершать вызовы и смс через приложение. Для того, чтобы сюда шли входящие звонки и смс, нужно в опциях включить этот параметр. Теперь для пользования своим номером Live вам ничего не нужно, кроме интернета, независимо от местоположения. Для роуминга нужен будет еще и интернет, но часть дела в виде возможности звонить решена. При первом использовании даже дают бонусы. Если у вас нет номера LifeCell, а вы уже находитесь за границей и так случилось, что есть необходимость в звонках, то можно купить виртуальный номер. А пользоваться данным приложением можно не только за границей, а и в пределах Украины. Так-то данное приложение по сути как отдельный полноценный мессенджер. Здесь можно даже свой канал открыть. Вот та самая опция, при включении которой все, кто будут звонить на мой номер, будут попадать не прямым звонком на телефон, а в BIP. Также можно поступить с СМС и ММС. Кстати, кто-нибудь вообще пользовался ММС? По-моему, это одна из самых неудачных функций мобильной связи. Я за всю жизнь отправлял раза 3 и принимал, точнее пытался принять где-то столько же. Была большая сложность при отправке, так как нужно было учитывать не только свою модель телефона, а и того, кому это ММС отправляется. По самому приложению BIP вроде как все понятно, если есть инет, то звонок на мобильные по обычным тарифам обеспечен. Так же как и вас могут найти прямым звонком. Интертелеком – один из операторов, который работал в стандарте CDMA.
и возможности сети которого были отчасти решением отсутствия лицензии на 3G у операторов на традиционные сети UMTS. Его скорость в ревизии А в теории достигала 3,1 и около 2 мегабит в секунду максимум на практике. А в ревизии Б достигала до 14,7 мегабита в секунду в теории и около 5-7 мегабит в секунду на практике. Но даже в золотые времена, пока других операторов сдерживали невыдачей лицензии на 3G, Интертелеком еле-еле перевалил за отметку в 1 миллион пользователей, так как оборудование другого стандарта отталкивало людей. А с получением лицензии на 3G большой тройкой у Интера и вовсе все пошло очень плохо. Сеть начали разбирать, сам оператор вроде бы в какой-то из частот получил лицензию в сети LTE, хотя это не точно, так как пишут разную информацию, в том числе, что и не получил. Но влезть в наш стандарт в 3G ему так и не было суждено, потому что спектр частот не резиновый, а тягаться по деньгам с тройкой нереально. Вряд ли бы что-то изменила и лицензия на 4G, так как номер только с инетом мало кому нужен, а звонить в 4G нельзя, во всяком случае в Украине точно. Ходили слухи о покупке у Телла когда-то, но не сложилось. К слову, перед тем, как я закрою ответвление о данном уже очень диковинном стандарте, скажу, что у нас было еще два оператора в CDMA. Это CDMA UA и PeopleNet. Первых сам Интер и купил, а вторые сейчас также доживают, разобрав сеть по всей стране. Вроде бы сейчас какие-то остатки работают только в одной области, но уже все понятно. Так вот, сам Интертелеком еще, когда сеть была в большей функциональности, запустил также приложение, которое, как я понимаю, работает до сих пор. Его принцип работы схож на BIP от LifeCell. Скачивайте, регистрируйтесь, причем можно даже с номера не Интертелекома. Далее приобретаете новый номер с тарифом IT-фон и вперед. Тарифы в целом неплохие, вроде бы каких-то сверхнавыков не нужно, чтобы разобраться в работе приложения, поэтому тут больше вопрос, хотите или не хотите. Также Интертелеком предлагает и стандартную связь, но нужно будет купить отдельную сим-карту, которая будет работать в GSM и следующих поколениях, так как и в мире также CDMA это прошлый век. Эта карточка будет иметь два номера, один заграничный, а второй мобильный номер Интера, который начинается на 0,94. Тарифы данного мероприятия указаны на сайте. В принципе, неплохой вариант, особенно для тех, кто ездит за границу по работе и у кого есть возможность пользоваться заграничным номером, так как на него входящие бесплатны в роуминге. Правда, я подозреваю, что исходящие у местных операторов будут весьма и весьма недешевыми. То есть оплата будет все равно, но со стороны звонящего, что самому звонящему не очень понравится, а поэтому уменьшается вероятность его звонка на такой номер, так как это будет исходящий международный звонок. Вообще, по своей сути и судя с начальных цифр данного заграничного номера, это не что иное, как известные всем роуминговые сим-карты, которым очевидно, что с какой-то взаимосвязью с владельцами этого сервиса прикрутили и украинский номер также. И тут я предлагаю как раз перейти к последнему виду по получению услуг в роуминге. Те самые роуминговые сим-карты, также известные как туристические сим-карты. Насколько знаю, первые, кто начал предоставлять такие услуги, это эстонцы. Была выделена номерная емкость некому виртуальному оператору, который, подписав соглашение о работе с различными операторами по миру, обеспечил работу своих сим-карт за границей, не имея ни одной своей базовой станции. Одним из плюсов таких роуминговых операторов является тот факт, что в большинстве случаев входящие вызовы бесплатны. Правда, как я уже и отметил, исходящий звонок на такой номер с любой страны стоит значительно дороже, чем даже в страну, которой принадлежит этот код. Так, если, например, посмотреть на оператора Goodline, этот код 372, на что Google говорит, что это Эстония. Интернет без пакетов вообще стоит 1 американский цент, либо 27 украинских копеек за 1 мегабайт. То есть за $1 вы получаете 100 мегабайт. Еще в одной зоне эта цена 5 центов за мегабайт, то есть за $1 получите 20 мегабайт. И в остальных вариантах 25 центов, то есть за $1 будет 4 мегабайта. Также есть и пакеты интернета. Здесь все зависит от страны и срока пребывания. В большинстве стран Европы это будет $5 за 1 гигабайт. В странах Евросоюза звонки в Украину обойдутся в 29 центов, входящие бесплатно. Внутри сети Goodline первая минута 29 центов, остальные 9 центов.
Еще один оператор TravelSim, минута звонка стоит также от 9 центов, как и у предыдущего. А Enet работает по пакетам. Стоимость пакета $1, а трафика на эту сумму, как обычно, дадут в зависимости от страны. 1 гигабайт за $1 насыпят в этих странах, 120 мегабайт за бакс в этих, 50 мегабайт за один зеленый дадут здесь, и в том числе и в Украине. Как-то маловато. Ну и 5 мегабайт за $1 будет доступно в следующих странах. С сайтов обоих операторов можно отправить бесплатное смс-сообщение. Хочу дать совет, чтобы вы настраивали все приложения, проверяли работу сим-карт, активировали их, чтобы все это вы делали заранее, чтобы потом не оказаться без услуги уже за границей, не имея возможности что-то изменить. Как ни крути, но если вы захотите хоть с каким-то намеком, но именно пользоваться, то скорее всего придется прибегнуть к какому-либо комплекту из 2 или более предложений разных операторов. Благо, что аппараты нынче на 2 сим-карты, это сделать легче. А еще добавит возможностей факт звонков из приложений со своим номером, что фактически в одном аппарате позволит использовать 3, а то и 4 оператора. Ну и скорее всего придется разделить по пакетам трафик интернета и минут. Например, минуты из возможности звонить через приложение, а трафик из самых дешевых предложений, так как для инета все равно какой номер будет использоваться. Да, приложения для звонков предлагают всего пара операторов, но в их числе, не меняя номер, вы можете оказаться, сменив оператора с сохранением номера, либо же просто установив переадресацию. В таком случае, правда, вам придется оплачивать и переадресованные звонки внутри Украины. Но зато не придется менять оператора, если в этом нет необходимости. Только не забудьте, если переадресация будет установлена в пределах Украины, то и стоить она будет как внутри страны. А если переадресация будет установлена уже в роуминге, то и стоить она будет так, как будто звонок совершен из-за границы с соответствующими тарифами. Конечно, цены разные в зависимости от страны пребывания, и человеку, который хочет более детально ознакомиться с его конкретным тарифом, необходимо будет изучить вопрос дополнительно. Тем более, что у операторов бывает либо акция, либо на постоянной основе весьма неплохой тариф для посещения конкретной страны, которая по случайному стечению обстоятельств вам и нужна. Я же лишь показал масштаб цен и на что стоит рассчитывать, а также некоторые ништяки, которые следует искать у конкретного оператора мобильной связи. Как по мне, то данный обзор и сравнения показывают, что вполне можно обойтись и сиюминутным предложением самих операторов, не прибегая к услугам Simbox. Особенно если учесть, что Simbox не решает вопрос с наличием у вас мобильного интернета за границей, а подразумевает, что этот интернет у вас есть. С другой стороны, Simbox дает больше возможностей по звонкам. Интернет же можно получить, купив местную сим-карту. Хотя это приведет к тому, что нужно будет разобраться и с тарифами зарубежных операторов. Но так или иначе, но чтобы получать больше, а платить меньше, всегда нужно в чем-то разобраться самому. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!